Привет! Недавно в игре The Backross Redacted вышло обновление, и предлагаю вместе с вами его разобрать. При входе в игру можно сразу заметить, что добавили список секретных уровней. Интересно лишь то, что уровень 2.32 не находится в списке, почему-то. Хотя оно и понятно, называть его секретом, когда весь его секрет заканчивается лифтом в бонусной комнате, как-то неправильно. Ладно, в обновлении изменили экран смерти. Скорее всего это сделали потому, что в скором обновлении будет больше чекпоинтов, и наверное в обновлении Overred мы будем часто умирать. Обновили секретный уровень, стеклянный рай. Теперь для входа в уровень не нужен ключ, достаточно просто зайти в это здание и подняться наверх. Oh my god! Wow! Мы попадаем в достаточно райское место. Везде можно видеть облака. Пройдя чуть дальше, можно найти записку. Пение водопадов возместило о судьбе того, кого вы когда-то считали своим предшественником. Волна, смывшая негативные чувства из зоны комфорта горного мудреца. Над бесконечным городом пол, потолок и стены, которого сделаны из стекла, пролетает космический корабль из другого космоса. Рай, он называется раем. Перед закатом солнце согревает ночь, которая рождает ангелов, несущихся на его плечах. Не бойся, ибо ты обладаешь необходимой мудростью. Библиотека знаний. Мудрец открывает дверь и обнаруживает себя идущим сквозь суровый и беспощадный воздух. Ты есть я — это ты. Это скрытое описание этого уровня. Вот пол, потолок и стены, сделанные из стекла. Вот те самые ангелы. Не забывай нас! Поднявшись наверх, можно увидеть тот самый город. Ну или что похожее. Не забывай нас! А вот и беспощадный воздух. Пародия на конец уровня в игре The Human Fall Flat, где выход каждого уровня представляет собой падение. В целом неплохой реворк уровня. Кстати, выход из этого уровня ведет на уровень 39, так что это неплохой скип, если вы не хотите идти через уровни 7, 37, 38. А теперь погнали к самому вкусному. Чтобы попасть в новый уровень, мы должны попасть на уровень конец. Да, раньше здесь была плохая концовка, но теперь мы попадаем в интересное место. У нас коллизия отсутствует, поэтому можно проходить сквозь объекты и даже сквозь некоторые стены.
Кстати, особенность этого уровня заключается в том, что у нас нет фонарика, а значит, у нас нет света. Я облажался. Я думал, что если поднимусь достаточно, я наконец-то выберусь и появлюсь там, где я хочу. Но в конце я закончу подниматься там, где я начал, с конца до начала. Грустно и несправедливо. Возможно, я потерялся. Возможно, я расстроен. Но в этой жизни у меня есть только одна неоспоримая истина. Чем дальше буду двигаться вперед, тем дальше буду от себя прежнего. И чем дольше я нахожусь в этом моножелтном безумии, тем больше у меня теряется рассудок. выходит, что это уровень-ловушка. Майк навсегда остался в этом уровне, настолько, что стал превращаться в убогого. В этом видео я прикинул, что плохая концовка может быть каноном, одновременно с хорошей концовкой. Но сейчас уж так подумать нельзя, ведь Майк с вероятностью 90% навсегда останется убогим, но с вероятностью 10% его могут спасти. Судя по тому, что он еще не сумасшедший, даже разговаривает, хотя это могут быть его мысли, то у него возможно вторая стадия. Ее можно вылечить только миндальной водой, то есть Memory Water, или освежителями реальности, которых нет в игре. Так вот, я думаю, есть два случая, где эта концовка может располагаться в хронологии. Первый случай в самом конце истории Майка. Значит, протагонист хочет сбежать с закулисья после спасения Ривер. Он поднимается наверх, игнорирует эту записку и поднимается до конца. Он попадает в уровень-ловушку, бесконечную петлю, где только он один вместе с этими обрывками начальных уровней. Теперь всю его оставшуюся жизнь придется провести здесь и навсегда забыть о прежней жизни. И отсюда мораль, что странники, которые ищут выход из закулисья, получат свой худший исход. Второй случай — это когда он искал Ривер 3 года. Смотрите, у Майка в концовке нет повязки. Давайте представим, что повязка не выпала, когда он стал превращаться в убогого, а ее и до этого не было. То получается, что он смирился с пропажей Ривер. Он осознал, что никогда не найдет ее. Майк решает уйти из закулисья, потому что смысла оставаться нет. Также поднимается наверх, игнорирует записку и попадает в уровень-ловушку. И в этой версии событий знаете, что интересно? Так это то, что хорошую концовку не изменили, и там есть повязка на глаз. А это значит, что можно увидеть такую схему. Если Майк смирился с пропажей возлюбленной и захочет уйти, то получит худший исход. А если он не смирился, то идут события Digital Update, Negative Update, Jukination и так далее. И когда он спас Ривер, или он не сможет спасти, мы этого не знаем, то он получит хороший исход, если захочет сбежать из закулисья. Видите, когда есть смысл сбежать, у него не получается. А когда особо смысла нет, ведь он уже с дорогими людьми, то у него все прекрасно получается. То есть игра хочет нам сказать такую мысль, что мы никогда не должны сдаваться. Несмотря какие трудности, несмотря на все проблемы, не сдавайтесь, идите вперед, и будет вам счастье. А если вы сдадитесь, то получите самый худший исход из всех возможных.